Всем привет, меня зовут Василя, и это канал о вязании крючком. Обязательно подпишитесь на мой канал, здесь вы найдете много подробных мастер-классов, которые подходят для новичков. А сегодня я покажу, как связать квадратный мотив с сердцем. Квадрат у меня получился размером 10,5 на 10,5. Из таких квадратных мотивов можно связать плед, кофту, сумку, подушку. Вариантов огромное множество. Для вязания я использовала пряжу Пехорка, детский каприз теплый. Здесь у нас идет в 50 граммах 125 метров. 50% шерсть мериносовая, 50% фибра. Также я использовала крючок номер 4 и крючок меньшего размера для того, чтобы прятать кончики. Для начала мы должны связать сердечко. Для этого мы делаем кольцо амигуруми, и в кольцо мы провязываем 13 столбиков с накидом. Делаем кольцо, захватываем нить и провязываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И далее в кольцо мы набираем еще 12 столбиков с накидом. С учетом столбика из воздушных петель всего у нас будет 13 столбиков. Делаем накид на крючок, вводим крючок в кольцо и провязываем столбик с накидом. 2 петельки и еще 2. Вот я провязала 13 столбиков, колечко затягиваем хорошо и делаем соединение. Вот у нас столбик из воздушных петель, сверху находим косичку, заводим сюда крючок и провязываем соединительную петлю. Далее мы одну петлю пропускаем, а в следующую мы провязываем 7 столбиков с накидом. Делаем накид и провязываем первый столбик, далее сюда же второй, третий и так далее. Всего провязываем 7 столбиков. Вот мы провязали 7 столбиков. Далее вот идет следующая петелька. Сюда мы провязываем 1 столбик с накидом. В следующую провязываем 2 столбика с накидом. Сюда же второй. В следующую снова 2 столбика с накидом. Следующую провязываем 2 столбика с накидом. Далее делаем 1 воздушную петлю и сюда же снова провязываем 2 столбика с накидом. Далее мы повторяем все в обратном порядке. Получается, провязываем снова 2 столбика с накидом, 2 столбика с накидом, 1 столбик и далее 7 столбиков с накидом. Провязываем 2 столбика, снова 2 столбика, далее 1 столбик и в следующую петлю провязываем 7 столбиков с накидом.
Провязали 7 столбиков. Далее одну петлю пропускаем и в следующую делаем соединение. Вытягиваем петлю, делаем соединительный столбик. Далее ниточку обрезаем. Ниточку полностью вытягиваем. Заводим вот сюда вот под косичку. Вот сердечко наше готово. Теперь вот эти ниточки можно взять крючок меньшего размера и здесь сразу же спрятать. Теперь будем обвязывать сердечко и формировать квадрат. Находим вот здесь вот центральный столбик. Заводим вот сюда посередине крючок. Формируем петельку. Вытягиваем петлю. И далее провязываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Далее провязываем столбик с накидом. Делаем накид на крючок. И провязываем между двумя вот этими столбиками. Вот эту петельку пропускаем. Далее у нас идет вот веерочек. Первый, второй столбик. Между вот этими столбиками мы провязываем столбик с накидом. Далее следующую петлю полустолбик с накидом. Все 3 петельки мы провязываем вместе. Следующую столбик без накида. И далее в следующую петлю мы провязываем столбик с накидом. Здесь мы будем уже формировать угол. Провязываем 2 воздушные петли. И провязываем сюда же еще 2 столбика с накидом. Первый и второй. Итак, мы провязываем после 3 воздушных петель столбик с накидом, полустолбик с накидом, столбик и далее провязываем угол. Столбик с накидом, 2 воздушные петли и 2 столбика с накидом в эту же петлю. Далее мы провязываем последующие 3 полустолбика с накидом. Делаем накид, провязываем все петельки вместе. Первый полустолбик, далее второй и третий. Делаем накид, провязываем столбик с накидом. В следующую столбик с 2 накидами. В следующую мы провязываем столбик с 3 накидами. 1, 2, 3 накида на крючок и провязываем столбик. Далее снова делаем 3 накида на крючок и сюда же провязываем столбик с 3 накидами. Далее мы провязываем 2 воздушные петли и сюда же мы провязываем столбик с 2 накидами. Далее в следующую петлю мы провязываем столбик с накидом. В следующую полустолбик с накидом. И в последующие 3 мы провязываем просто столбики без накида. Вот у нас центр сердечка, где мы провязывали воздушную петлю. Провязываем 3 столбика. Первый, второй в центр, получается, мы провязываем.
и далее третий. Далее мы повторяем все в обратном порядке. Мы сейчас будем провязывать полустолбик с накидом, далее столбик с накидом, формировать угол. Провязываем полустолбик с накидом, столбик с накидом, следующий столбик с двумя накидами, здесь мы уже формируем угол, провязываем 2 воздушные петли, и сюда же мы провязываем 2 столбика с 3 накидами. Далее в следующем мы провязываем столбик с 2 накидами, следующий столбик с накидом, и провязываем 3 полустолбика с накидом. Формируем угол, провязываем столбик с накидом, еще один столбик с накидом сюда же, далее 2 воздушные петли, 1, 2, и сюда же столбик с накидом. Далее провязываем столбик без накида, полустолбик с накидом и столбик с накидом, последний. Все провязали до конца, мы теперь делаем соединение. Находим, вот здесь у нас идет столбик из воздушных петель, верхнюю находим косичку, заводим крючок, вытягиваем петлю и провязываем соединительную петлю. И далее мы провязываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Вот у нас уже формируется квадрат, и далее мы провяжем еще 2 ряда, они будут вязаться уже проще. Далее мы будем провязывать только столбики с накидом. Итак, делаем накид на крючок, находим, вот она, первая петелька, сюда мы провязываем столбик с накидом, и далее в последующие петли до угла мы также провязываем столбики с накидом. Итак, до угла я провязала 1, 2, 3, 4 столбика с накидом. И у нас здесь столбик из воздушных петель. Далее в уголок вот сюда мы провязываем 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли и снова 2 столбика с накидом. Так мы будем формировать угол. Провязываем 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли и снова 2 столбика с накидом. Так, угол мы будем провязывать везде. Далее в последующие петли мы провязываем по одному столбику с накидом, делаем накид на крючок и смотрим, вот здесь вот у нас идет столбик, вот эта петелька, вот сюда мы сразу провязываем столбик, далее до следующего угла мы провязываем еще 8 столбиков с накидом, провязываем в каждую петлю по одному столбику. Снова провязываем угол,
Провязываем 2 столбика с накидом. Две воздушные петли, снова 2 столбика с накидом. И далее снова до угла мы провязываем столбики с накидом в каждую петлю. Сразу же после угла не забывайте провязать вот эту петельку. Провязываем до угла и там точно так же все повторяем. Провязываем здесь уголок, снова вяжем здесь до угла и здесь провязываем угол. Довязываем до конца. Вот у меня осталось провязать 2 столбика. И провязываем последний. Вот в эту петлю мы уже не провязываем в конце, потому что здесь у нас идет столбик из воздушных петель. Он как бы в бок уходит, но эту петельку мы не провязываем. Далее делаем соединение. Вот у нас столбик из воздушных петель, находим сверху у него косичку, вытягиваем петлю и провязываем соединительную петлю. И снова делаем 3 воздушные петли для подъема. Вот таким образом у нас уже формируется квадрат. Если посчитать по сторонам, допустим, от угла до угла, по каждой стороне у нас будет по 13 столбиков идти. Далее провязываем следующий ряд. Он вяжется точно так же. Мы в каждую петлю провязываем по столбику и здесь формируем точно такой же угол. Делаем накид на крючок и сразу же столбик провязываем вот в эту петельку. И далее вяжем до угла. Провязываем угол, 2 столбика с накидом, две воздушные петли и снова 2 столбика с накидом. Провязываем также сразу же вот в эту петельку столбик. И в последующей петле также до угла провязываем столбики с накидом. На углу мы также повторяем такой же элемент: 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом в каждый угол. И так довязываем до конца самостоятельно. Вот я довязала до конца. Теперь у нас по каждой стороне будет идти по 17 столбиков. Я считаю их от угла до угла. Ниточку в конце обрезаем, полностью ее вытягиваем, заводим крючок под косичку. Соединили и далее берем крючок меньшего размера и вот эти вот ниточки прячем. Наш квадратный мотив готов. Для того, чтобы поддержать мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии под видео. Я обязательно свяжу изделия из таких квадратных мотивов, поэтому подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые мастер-классы.